Приветствую, друзья, на канале Каска. В этом видео я вам покажу, как действительно избавиться от большинства проблем, связанных с интернетом. Потеря пакетов, высокий пинг и скорость интернета. Но все индивидуально. Некоторые настройки могут вам не помочь. Это зависит конкретно от вашего провайдера, местонахождения и даже от мощности вашей системы. Я бы даже назвал оптимизация сетевого адаптера. Это будет сегодняшняя тема ролика. Пройдемся для начала по теоретической части. Рекомендую не пропускать. Мне кажется, это интересно. И плюс это важно для понимания и правильной работы от проделанных манипуляций. А после уже перейдем к практике и настройкам. Лайки или дизлайки приветствуются. Давайте я вам быстренько расскажу о своем бусте и погнали. Ребятки, если у вас есть желание, а самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается. Стараюсь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. Перед тем как начнем, самое важное это создать точку восстановления. Благодаря этому сможете без проблем вернуть все проделанные настройки взад. Никогда не используйте соединение Wi-Fi в соревновательных играх. Такое соединение может привести к массе проблем. Высокий пинг, джиттер и потеря пакетов. Поэтому, если вам нужно, чтобы все работало как часики, используем только проводное соединение, известное как Ethernet. При выборе кабеля обращайте внимание не только на его спецификации, но и длину. Начиная от 100 метров может ухудшаться сигнал. Если вам нужен самый низкий пинг, почти без джиттера и потери пакетов, вам нужно знать о различных типах широкополосного доступа и, конечно же, выбрать тот, который лучше всего вам подойдет, или по крайней мере о доступности. Давайте рассмотрим с вами плюсы и минусы всех типов. Теперь давайте поговорим про Buffer Bloat. Если кратко, это увеличение задержки, когда вы загружаете или выкладываете что-то в интернет. Обычно ваш пинг взлетает до 200 и более. Buffer Bloat можно измерить. Прям в поиске пишем Buffer Bloat тест. Далее нажимаем Start. Если ваши результаты далеки от А с плюсом, сейчас я вам покажу, как это можно исправить. Нажимаем на поиск и пишем KMD или командная строка. PKM и запуск от имени администратора. Вставляем данную команду. Она будет в описании под видео. Нажимаем Enter и перезагружаем ваш ПК. Это должно значительно сократить излишнюю буферизацию. Второе решение более надежное. Это купить роутер, оснащенный SQM. Но они обычно дорогие и их придется поискать. Другой вариант при подборе роутера поставить галочку на игровой. Они обычно оснащены более мощным процессором и имеют больше оперативной памяти, что полезно для онлайн игр. Обязательно стоит упомянуть насчет известной программы для оптимизации соединения TCP Optimizer. Софт хорош, но как вы уже могли понять, он оптимизирует только TCP соединения, а большинство игр используют UDP. К ним относятся CS2, Valorant, Dota 2 и так далее. А игры, которые используют TCP, это обычно пошаговые стратегии. Карточные по типу Hearthstone, MMORPG, тот же WoW. Еще чаще используют гибрид TCP плюс UDP. Например, UDP для игрового процесса, а TCP для логина и чатов.
Вместо нашего любимого TCP оптимайзера мы будем оптимизировать UDP протокол. С помощью команды включим более быструю отправку датаграмм для трафика UDP. Это может помочь с потерей пакетов и более четче регистрировать выстрелы в шутерах. Нажимаем на поиск и пишем regedit или редактор реестра. Запускаем его от имени администратора. Копируем путь из описания под видео и вставляем его в строку. Нажимаем PKM и создаем dword 32 бит. Переименуем его fast send datagram threshold. 2 раза LKM и задаем значение 64 тысячи. ОК и закрываем редактор реестра. И последнее, что нам нужно сделать, это оптимизировать сетевой адаптер, конкретно для игр. Нажимаем на поиск и пишем панель управления. Просмотр, мелкие значки, центр управления сетями, изменение параметров адаптера. Находим наш Ethernet, нажимаем на него PKM и свойства. Наша задача отключить все галочки, кроме планировщик пакетов COS и IP версии 4. Все остальное не используется в играх. Нажимаем ОК и возвращаемся в настройки Ethernet. Настроить управление электропитанием и убираем галочку с «Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии». Далее переходим на вкладку «Дополнительно». Здесь нам нужно отключить почти все функции, которые никак не влияют на онлайн-игры. Но я должен вас предупредить, что если ваш процессор действительно слабый, лучше пропустите этот пункт, так как все основные задачи будут обрабатываться с помощью процессора, а не сетевого адаптера, что в теории может лучше сказаться на игровом процессе в онлайн-играх. Отключаем все то, что я показываю на видео. Как-то так, ребятки. Если вы узнали что-то новое, буду благодарен за большие пальцы вверх и подписку на канал. Будут вопросы, пишите в комментариях. А если я что-то упустил или где-то ошибся, вы также можете исправить или дополнить. С вами был Каска. Желаю высокого FPS, ну и стабильного интернета, конечно же.